Вы думаете, что знаете, что такое пустыня? Бесконечные барханы, обжигающее солнце, безмолвие и мертвый горизонт. Нам кажется, что это пространство лишено памяти. Но что, если Сахара не пустота, а величайший архив Земли? Под каждым слоем ее песка скрыта стертая глава истории. Здесь покоятся древние моря и кости существ, которые никогда не знали дюн. Здесь исчезали армии и лежат мумии людей, чье происхождение кажется невозможным для этих мест. И где-то среди окаменевших пластов застыл первый человеческий шаг. Сегодня мы не просто говорим о пустыне, мы вскрываем прошлое. Мы открываем песчаный архив, чтобы увидеть миры, которые она поглотила. Все начинается не в глубокой древности, а почти вчера. 20 апреля 2023 года радары космических сил США зафиксировали падение объекта массой около 300 килограммов на границе Судана и Египта. Это был не метеорит, а спутник НАСА Эр-Хесси, запущенный в 2002 году. 2 десятилетия он наблюдал солнечные вспышки, фиксировал корональные выбросы и помогал изучать поведение нашей звезды. В 2018 году аппарат замолчал, превратившись в космический мусор, а через 5 лет вернулся в сердце древней пустыни. НАСА сообщила, что большая часть конструкции сгорела в атмосфере, но Сахара умеет хранить тайны. Возможно, где-то под песком лежат обломки титана и кремния, современные артефакты, которые через тысячелетия археологи примут за следы инопланетного корабля. Этот эпизод — точная метафора. Все, что теряется, рано или поздно оказывается здесь. Сахара собирает не только песок, но и память. Мы спускаемся глубже. Белая пустыня Египта. Среди золотых дюн поднимаются белые каменные фигуры. Грибы, башни, животные, словно вырезанные рукой древнего скульптора. На самом деле это работа ветра, миллионы лет шлифовавшего мягкий известняк. Когда-то здесь плескалось море Тетис. Его дно покрывали кораллы, раковины и микроскопические организмы, постепенно превращавшиеся в меловое плато. Потом вода ушла, и ветер, как художник, обнажил каменные фантазии. Белая пустыня показывает, что Сахара не только уничтожает жизнь, но и создает иллюзии, способные обмануть глаз. Мы привыкли искать следы цивилизаций, но сама природа умеет создавать формы, которые кажутся рукотворными. Если белая пустыня — художественная галерея природы, то глаз Сахары в Мавритании — ее архитектурное чудо. Посреди безмолвного плато лежит почти идеальная окружность диаметром около 50 километров. С орбиты она выглядит как гигантская мишень или око, обращенное в небо. Первые астронавты использовали ее как ориентир. Сначала ученые решили, что это кратер от падения астероида, но ни обломков, ни ударных пород не нашли. Теперь считается, что это древний геологический купол. Миллионы лет назад магма из глубин Земли подняла осадочные слои вверх, но не прорвалась наружу. Ветер и вода сточили вершину, оставив концентрические кольца пород. В центре лежат камни возрастом более 2 миллиардов лет. Симметрия и масштаб этой структуры до сих пор поражают, и неудивительно, что многие видят в ней отголосок Атлантиды, описанной Платоном. Глаз Сахары напоминает, что Земля создает узоры не хуже мифов. Мы продолжаем. В 2013 году египетские палеонтологи из университета Мансуры обнаружили в оазисе Дахла почти полный скелет неизвестного динозавра. Его назвали мансурозавром. Этот 10-метровый титанозавр жил 80 миллионов лет назад, весил около 5 тонн и поразил ученых не размерами, а родством. Его кости оказались ближе к европейским видам, чем к африканским.
Это означало, что Африка в позднем Мелу не была полностью изолирована, а соединялась с Евразией сухопутными мостами. Одна находка изменила представление о древних миграциях животных и показала, что даже в эпоху динозавров континенты еще не были окончательно разделены. Но Сахара хранит не только кости динозавров. В 150 километрах от Каира, в месте под названием Вади-эль-Хитан, лежит кладбище китов. Среди песков можно увидеть скелеты гигантских существ, словно выброшенных на берег вчера, хотя им 40 миллионов лет. Когда-то это место было дном теплого моря Тетис, где наземные млекопитающие превращались в морских гигантов. Скелеты базилозавров длиной до 18 метров сохранили даже крошечные задние конечности с коленями и пальцами. Прямое доказательство того, что киты произошли от животных, ходивших по суше. В песках нашли крокодилов, черепах, морских змей и даже содержимое желудков древних хищников. Вади-эль-Хитан — капсула времени, застывшая в момент, когда жизнь решила сменить стихию. От доисторических морей к людям и войнам. В 524 году до нашей эры персидский царь Камбис, II, завоевав Египет, отправил через западную пустыню 50 тысяч воинов к оракулу Амона в оазисе Сива. Они исчезли. Геродот писал, что на армию обрушилась буря, и песок навеки похоронил солдат. Долгое время эту историю считали легендой, но в 2009 году итальянские исследователи Анджело и Альфредо Кастильони заявили, что нашли следы. Человеческие кости, оружие, бронзовые кинжалы и украшения, соответствующие персидскому времени. Место их находки не совпадало с описанием Геродота, но совпадало с логикой ветров и древних троп. Доказательства остаются спорными, но сама мысль о том, что пустыня способна стереть целую армию, слишком велика, чтобы ее отвергать. В сердце Сахары лежит еще одна загадка — ливийское пустынное стекло. Среди дюн Великого песчаного моря на границе Египта и Ливии рассыпаны тысячи осколков прозрачного желто-зеленого материала, почти чистого диоксида кремния. Чтобы создать такое стекло, требуется температура более 2000 градусов. Вулканов здесь нет. Единственное вероятное объяснение — космическая катастрофа. Возможно, около 29 миллионов лет назад сюда упал астероид или произошел воздушный взрыв, расплавивший песок. Это стекло было известно древним египтянам. Самый знаменитый его фрагмент найден на груди Тутанхамона. Скоробей в центре пекторали сделан именно из него. Египтяне, вероятно, считали этот камень застывшим небесным огнем. А теперь перенесемся далеко на восток, в пустыню Такла-Макан на западе Китая. Здесь обнаружили сотни мумий возрастом до 4000 лет, и эти люди не были похожи на местных жителей. Высокие, светловолосые, с европеоидными чертами, они были одеты в шерстяные туники и клетчатые штаны, напоминающие шотландские. Самая известная из них — лоуланьская красавица, женщина с длинными русыми волосами. Эти находки стали сенсацией и вызвали политическое напряжение, ведь официальная история Китая подчеркивала независимость его цивилизационного развития. Кто были эти люди? Поздние генетические исследования показали, что они не пришельцы из Европы, а потомки древней изолированной популяции, жившей здесь со времен ледникового периода. Их облик — не результат позднего смешения, а след древнего наследия, сохраненного пустыней. При этом они знали пшеницу, делали сыр и воспринимали идеи соседних культур. Эти мумии напоминают, что изоляция не исключает развитие, а история человечества — не дерево, а сеть пересекающихся путей. Снова возвращаемся в Африку. В пустыне Тенере,
В 2001 году палеонтолог Пол Серено, искавший кости динозавров, наткнулся на человеческие захоронения. Аэрофотосъемка показала целое поле могил, сотни останков. Это оказалось древнейшее кладбище каменного века, известное как Габера. Здесь обнаружили два культурных слоя. Старшие, кефийцы, жили около 10 тысяч лет назад, высокие охотники, питавшиеся рыбой и бегемотами и оставившие костяные гарпуны. Затем наступило тысячелетие засухи, и они исчезли. Позже, когда климат вновь стал влажнее, сюда пришли тенерийцы, ниже ростом, но более изящные. Они были скотоводами, изготавливали украшения и оставили самые трогательные захоронения. В одной могиле нашли женщину и двух детей, лежащих лицом друг к другу. Их руки сплетены, а под головами сохранилась пыльца цветов. Это не просто археология, это мгновение человеческой нежности, пережившее 6000 лет. Но затем дожди ушли окончательно, и Сахара снова стала пустыней. Гобера — памятник климатическим переменам, доказательство того, что целые культуры могут исчезнуть вместе с последней водой, и, наконец, история, с которой начинается человечество. Лаэтоли, Танзания, 1976 год. Команда Мэри Лики исследовала застывший вулканический пепел и случайно заметила следы, сначала животных, а затем 3 существ, шедших по влажной земле. Это были отпечатки ног австралопитеков афарских, оставленные 3,6 миллиона лет назад. Один взрослый, другой меньше, и ребенок, ступавший по следам старшего. Эти следы доказали, что наши предки уже тогда ходили прямо. Их стопы имели свод и большой палец, прижатый к остальным, как у современного человека. До этого считалось, что прямохождение появилось вместе с увеличением мозга, но Лаэтоли показала обратное. Сначала мы выпрямились, а затем начали мыслить. Эти следы — не просто отпечатки в пепле, это отпечатки судьбы. Мы видим момент, когда существа с мозгом, как у шимпанзе, сделали шаг в будущее. Они шли по влажной земле, не подозревая, что их путь станет началом человеческой истории. Сахара и ее окрестности — не пустота, это архив планеты, где песок хранит память о морях, цивилизациях, армиях и первых людях. Все, что исчезло, не исчезает навсегда. Оно ждет своего часа под ветрами и временем. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.